те, кто планирует покупку недорогого, не нового трейлера для путешествий, должны быть готовы к тому, что за 10-20 тысяч долларов вы получите проекты. То есть вы еще дополнительно вложите силы и деньги, чтобы RV стал пригодным для путешествий и жизни. В этом видео мы покажем каждый этап ремонта нашего 17-летнего RV с фото до и после. Вы увидите, как мы устраняли серьезные повреждения стены пола, которые образовались из-за протечек воды ранее. Покажем, как с минимальными затратами превратить старомодный интерьер 2007 года в современный. Покажем все материалы и цены на них и сколько времени мы потратили на эту реновацию. Привет всем! Привет! Мы Анна и Василий. Мы живем и работаем в США, путешествуем по стране в трейлере. Мы решили, что жить в RV достаточно комфортно, если есть удаленная работа. И в прошлом году мы купили 17-летний RV Fifth Wheel всего за 10 тысяч долларов. Он продавался в состоянии as-is. Покупай то, что видишь. Как есть. Нам повезло, что в 2007 году он был сделан в сегменте премиум-класса, и несущие конструкции и внешняя обшивка оказались в хорошем состоянии. На ремонт мы потратили чуть более 4 тысяч долларов и 4 месяца работы, в основном по вечерам и выходные. И мы считаем, что это было очень выгодным вложением в нашем случае, так как трейлер в лучшем состоянии стоил уже примерно 25-30 тысяч. И плюс к этому мы получили тот стиль отделки, который хотели, о чем мы расскажем в этом видео. Счастливый владелец первого в своей жизни трейлера. Ну что скажешь, какие чувства тебя переполняют? Надо померить все и подумать, что делать дальше с ним. Потом уже после покупки мы обнаружили внутри значительно больше повреждений от воды, чем думали ранее. И мы поняли, что им не часто пользовались, он, скорее всего, много лет стоял на улице бесхозный. Внутренняя обшивка стен прогнила в некоторых местах, и в полах образовалось несколько поврежденных участков. Но нам повезло с тем, что материал наружной обшивки был сделан из толстого пластика и хорошо сохранился. Мы вскрыли все поврежденные участки стен, выбросили сгнившую фанеру с обоями и испортившийся внутренний утеплитель, а потом купили новую фанеру и утеплитель и восстановили стены. А внутри был отвратительный запах, потому что в сырых местах завелась плесень. Мы держали открытыми все окна и двери, обработали мокрые поверхности средством от плесени, потом уксусом, потом купили озонатор и включали его на несколько часов, и тогда за несколько месяцев нам удалось полностью устранить запах. В одном слайдере пришлось вырезать куски пола и восстанавливать доску. Кстати, в слайдерах, где текла вода, она и не могла высохнуть, потому что там снизу все закрыто пленкой, и от этого пол частично сгнил. В другом слайдере повреждения не коснулись несущих способностей конструкции, поэтому просто мы удалили поврежденную часть и восстановили пол эпоксидной смолой с опилками. Когда она затвердела, то стала отличным новым полом. Итак, пока Василий восстанавливал поврежденные водой элементы, я занималась декоративной отделкой. Общая идея была такая. В трейлере слишком много дерева и желто-коричневого цвета. Я хочу оставить деревянными только фасады шкафов, но они на самом деле качественные, из массива дерева. Все остальное сделаю в белой-серой гамме и добавлю пару ярких элементов. Первым делом надо было избавиться от старомодных солнцезащитных систем, бандо и штор плиссе на окнах. Мы хотим обычные занавески, потому что считаем, что текстиль на окнах добавляет домашний уют. Обои грязно-желтого цвета – это, конечно, прекрасно скрывает любую грязь, но визуально уменьшает пространство, и вообще нам этот цвет категорически не подходит, поэтому обои перекрасим.
Декоративные наклейки с цветочками не нужны, без сожаления выбрасываем. Потом я занялась стеклами в шкафах. На них было темно-коричневое напыление и серебристые ленточки по контуру. Все это, видимо, было стильно в 2007 году, но сейчас уже нет. Пришлось все это счистить вручную и на внутреннюю сторону стекол установить статическую матовую пленку для стекол. Потом наступил черед старых ручек на дверцах шкафов. Я поставила более современные, заказала их на temu.com и таким образом хорошо сэкономила, потому что фурнитура неоправданно дорогая в американских магазинах. Кстати, как и многое другое. После этого я начала готовить стены к покраске. Для этого обои надо было тщательно очистить от грязи и жира. Я использовала одноразовые тряпки и средства для очистки перед покраской краткатер. Потом заклеила все стыки малярным скотчем, клеем Blue Tape. Потом с некоторых элементов мебели, покрытых пленкой под дерево, скотч снялся вместе с пленкой, а несмотря на то, что это самый лучший скотч. В некоторых местах на стенах были дырки от шурупов, я их зашпаклевала. Стены я красила в 2 слоя, иногда в 3, краской Бер. В ней совмещается краска и грунтовка, и это очень удобно. Не надо заранее грунтовать и мочить лишний раз обои. Красить стены очень легко. Я это делала валиком, а стыки докрашивала косой синтетической кистью. Внутренние стены шкафов я тоже покрасила. Зачем смотреть на старые желтые обои? Диван, который изначально был в трейлере, был дешевым и не раскладывался. Мы сразу его выбросили. Нашли на Craigslist качественный БУ диван с французской раскладушкой. Новый такой стоил $1700, нам он обошелся в 300. Это был хороший дел. На зеркале двери шкафа-купе была поперечная трещина во всю ширину двери, но покупать новую дверцу мы не собирались, и я сделала аппликацию из зеркальных самоклеящихся кружочков. На мой взгляд, получилось мило, и трещину больше не видно. На кухне и ванной я тоже использовала идею Peel and Stick. Здесь очень популярна вот такая имитация плитки, ее вовсю используют в домах. Обычными ножницами вырезаешь нужный размер, снимаешь защитную пленку и готово. Ее можно мыть потом снаружи сколько угодно раз. Старые экраны с 2 ручками заменили на однорычажные современные экраны. Затем купили карнизы и 5 комплектов занавесок Blackout на кольцах. Одного дизайна, но разного цвета. Синие занавески в спальню и коридор, зеленые в гостиную. Покупали в Walmart. У занавесок отрезали лишнее и с помощью клейкой ленты подогнули край.
Купили набор для римской шторы и из остатков занавесок сделали римскую штору в спальню, так как обычная занавеска была неудобна из-за подушек на кровати. Старая люстра вентилятора мне не нравилась, мы поменяли ее на новую. Также заменили светильник с разбитым плафоном, который был над обеденным столом. Наличники вокруг слайдеров выглядели массивным деревянным элементом, и они нам не нравились. Мы их, конечно, сняли. Купили новые прямые доски, сделали из них рамы и покрасили в серый цвет. В идеале то же самое надо бы сделать в спальне. Кстати, 4 хорошие дубовые доски из этих наличников мы использовали в изголовье кровати. Отшлифовали их и покрыли маслом. Потом заменили наличники у входной двери. Пол был покрыт ковролином. Лично я не люблю всякие ковровые покрытия, так как считаю, что полы надо мыть водой, так чище получается. Поэтому в большей части гостиной ковролин сняли и выбросили. Под ним оказался старый гибкий ламинат. Его тоже выбросили и положили новый гибкий ламинат, подходящий нам по цвету. Мы работаем удаленно, и нам требовалось организовать удобные рабочие места для полноценной работы. Еще при выборе трейлера мы искали такую планировку, куда сможем поставить один большой стол. В трейлере это самый универсальный способ решения задачи организации рабочего места 2 человек. И задняя часть трейлера здесь идеально подходит для этого. Стола нужного размера нам купить не удалось. В итоге мы просто купили лист фанеры в Home Depot за $45, разрезали его поперек и склеили поверхности, купили 4 ножки в Ikea за $18 и тумбочку с ящиками в Ikea за $90, плюс лак за $15 и $5 на кисточку для лака. Итого $170 за стол, который идеально подошел нам. Стол мы прикрепили к раме трейлера, чтобы он не двигался в моменты движения. Очень важная часть рабочего места – стулья. Работать надо удобно и беречь здоровье спины. Одни из лучших производителей стульев в США – Herman Miller, но новые стулья стоят от $700. Мы свои купили за $200 и $300, соответственно, в магазине бэушной офисной мебели. Правда, нам пришлось ехать за ними более чем за 150 миль. Окна в офисной части трейлера мы закрыли жалюзи, выбрав серый цвет, как и в окантовке слайдеров. На время движения для страховки скрепляем их, чтобы не портить механизм сборки. Так как нашей резине на колесах было уже 17 лет, мы ее, конечно, поменяли. В прицепах резина меняется не по износу протектора, а по истечении определенного времени. Кстати, у нас также есть отдельное видео, где мы рассказываем о конструкции трейлера, о том, что находится внутри стен, и о том, как мы сделали крышу трейлера герметичной. Смотрите это видео в нашем канале.
Как вы видите, мы действительно много сил вложили в наш дом, но мы и много получили. Качество ремонтов, материалов, но главное стиль оформления, который нам нравится, ведь теперь это наш дом, и нам в нем жить. А в качество своей жизни стоит вкладываться.